Добрый день! Мы поговорим про то, как можно подходить к музыке, к ее изучению, к музыкальной гармонии с позиции естественных наук, с позиции физики и математики. Я думаю, что даже если вы никогда не сталкивались с нотами, наверняка вы видели, как выглядит фортепианная клавиатура. Выглядит она примерно вот так. Те ноты, которые расположены по белым клавишам, названия их все знают, это до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Те ноты, которые расположены по черным клавишам, это так называемые полутона, для них нет собственных названий, они называются по соседним белым. Ну, например, вот эта нота, которая между до и ре, называется либо до диез, то есть как бы высокое до, либо ре бемоль, то есть как бы низкое ре. И так все черные клавиши называются по соседним белым. Расстояние между всеми клавишами, между всеми нотами, которые есть в музыкальной системе, одинаковое. Это расстояние называется полутон. То есть буквально между любыми двумя клавишами одинаковое расстояние. Мы идем с самых нижних, самых басовых звуков до самых высоких по полутонам. На полутон выше и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, так устроена современная наша музыкальная система, в которой исполняется, наверное, 99% всех произведений, которые мы с вами слышим, которые мы с вами играем. Неважно, это симфонический оркестр, это рок-группа, это какой-то джазовый коллектив. Все равно музыкальная грамота, музыкальные ноты будут устроены именно таким образом. Когда появилась такая система? Ее таким ярким популяризатором был Иоганн Себастьян Бах. Может быть, вы слышали его хорошо темперированный клавир. Это как раз произведение, которое было написано во всех тональностях для того, чтобы показать, насколько удобен этот равномерно темперированный строй, который у нас сейчас есть, в котором все интервалы между звуками одинаковые, полутон. На самом деле Иоганн Себастьян Бах его не изобрел. Были до этого некоторые музыкальные теоретики, например, Веркмейстер, вот вы видите годы его жизни, или Генрих Гаматеус, Винченцо Галилей, Марен Марсен. В общем, их было много. Они спорят друг с другом, кому принадлежит открытие равномерно темперированного строя. Но, тем не менее, мы видим примерно годы, когда это существовало. При этом мы понимаем, что музыка, на самом деле, в истории европейской цивилизации зародилась гораздо раньше. Она относится к временам Пифагора. 2500 лет назад появились первые музыкальные строи, первая музыка так, как мы ее понимаем, когда есть музыкальные инструменты, когда каким-то образом хотя бы нотируется то, что мы исполняем, когда создаются отдельные музыкальные произведения, не просто каждый человек напевает то, что ему хочется напевать. Так вот, давайте зададимся вопросом. Что, если у нас нет вот этого равномерно темперированного строя, где одинаковые интервалы между всеми звуками, полутон? Предположим, что его нет, а мы хотим построить музыкальный строй с нуля, научный. То есть мы сейчас обладаем огромным объемом научных знаний. Как нам, используя его, построить какой-то музыкальный строй? Давайте подумаем. Смотрите, у нас есть такое понятие, как высота звука. Вы слышали, что есть басовые звуки, это так, с низкой частотой, или высокие звуки, там писки, какие-то очень такие высокие, на фортепиано можно справа их услышать. Высота звука определяется таким понятием, как частота. То есть сколько колебаний в секунду делает струна. Если она колеблется очень-очень быстро, то мы получаем высокий звук. А если она колеблется медленно, там 20, 30, 50 раз в секунду, то это будет низкий звук, это будет басовый звук. Так вот, у нас здесь представлена шкала этих высот. Как нам из них выбрать те звуки, на которых мы будем играть музыкальные произведения, из которых мы будем его сочинять? Смотрите, давайте мы выберем какой-то первый звук с частотой равной единице, такая условная единица. Мы не знаем, сколько герц в этой единице, может быть 100 герц, может быть 1000 герц, неважно, какая-то условная единица. Мы возьмем этот звук в систему. И дальше стоит вопрос, а какие звуки еще туда набирать? То есть из каких звуков нам сочинять музыкальные произведения? Можно подумать, давайте возьмем все целые числа, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можно, а почему бы нам, например, не взять число π, 3,14, там 15 и так далее, иррациональная вот эта вот дробь. Почему бы не взять число e, известную математическую константу, золотое сечение и так далее, и так далее. То есть огромное количество величин, которые, в принципе, у нас являются кандидатами в музыкальные звуки. Какие из них нам брать и какие нет, довольно сложно выбрать. И нам поможет в этом наука. Давайте предположим, что у нас есть такой источник звука, как струна. Вот она колеблется, у струны есть два параметра. Есть амплитуда колебаний струны и есть длина струны. На что влияет амплитуда? Амплитуда влияет на громкость. Мы знаем, что если по струне ударить сильнее, амплитуда колебаний будет больше, мы будем слышать это как более громкий звук. На что влияет длина струны? Длина струны влияет как раз на высоту, на ту самую частоту. При этом зависимость, она обратная. Чем длиннее струна,
тем ниже она звучит. Если вы видели, как устроен рояль, у него такой есть изгиб. Там, где басовые звуки, там очень длинные струны, они очень медленно колеблются, и получается низкий басовый звук. А там, где расстояние небольшое, струны очень тоненькие, они колеблются очень быстро, там мы получаем высокие звуки. Так вот, то есть от длины струны высота звука зависит обратным образом. Чем короче будет струна, тем выше будет звук. Если вы играли на гитаре, вы, наверное, знаете, что когда мы зажимаем струну, у нас длина струны как бы сокращается, и поэтому звук становится выше. Так вот, нам понадобится вот такой график. Это называется амплитудно-частотная характеристика. Называется очень сложно, по сути своей довольно простая вещь. Мы по горизонтальной оси откладываем высоту звука, то есть чем правее, тем выше, тем писклявее будут эти звуки. Чем левее, тем они будут ниже, басовее. А по вертикальной оси мы откладываем громкость. То есть чем выше будет вот этот вот столбик, который мы здесь изобразили, тем громче будет звучать этот звук. То есть каждый звук мы можем на этой амплитудно-частотной характеристике обозначить его частоту, то есть высоту звука, и его громкость, то есть амплитуду. Ну вот у нас тот звук, который, допустим, издает струна, будет представлен вот так. У этого звука есть какая-то частота, обозначенной буквой ν, и есть какая-то громкость, обозначенная буквой А. Вот этот столбик представляет собой тот звук, который звучит, если струна колеблется целиком, так как это здесь изображено. Давайте послушаем, как будет звучать звук, который представлен на этом графике, если бы струна колебалась целиком. Согласитесь, не очень похоже на звучание реальной струны. То есть реальная струна звучит как-то по-другому. В чем же дело? Штука в том, что струна колеблется не только так, как это изображено на этой картинке. На самом деле в колебании струны есть так называемые гармоники. То есть струна колеблется не только целиком, она еще колеблется, например, как две полуволны. Вот здесь это изображено. Смотрите, на этой картинке что у нас получается? У нас получается, что колеблются как будто две половинки струны. Ну, то есть струна от начала до середины и от середины до конца. Две половинки. Поскольку у нас длина струны сократилась в 2 раза, частота увеличится в 2 раза. Частота обратно пропорциональна длине струны. Если длина сокращается в 2 раза, то частота увеличивается в 2 раза. То есть струна, когда колеблется как две половинки, она издает звук в 2 раза выше. Если у нас струна целиком, когда колебалась, издавала звук с частотой равной единице, то струна, когда колеблется как две половинки, она издает звук с частотой 2. Давайте его обозначим тоже на нашей амплитудно-частотной характеристике. Вот здесь он будет изображен. То есть это звук какой-то громкости с частотой, равной 2 ν. Частота целиковой струны, так называемый основной тон или первая гармоника, была частотой ν. Частота второй гармоники, когда у нас струна сократилась в 2 раза, будет в 2 раза выше, 2 ν. Вот мы здесь это изобразили. Давайте послушаем, как будут звучать эти две гармоники. То есть, когда струна колебалась целиком, когда она колебалась половинкой, и потом два эти звука сложены вместе. Как же происходит, что одна и та же струна в один и тот же момент времени колеблется и целиком, и как две половинки? Ну, давайте я сначала попробую показать это на руках, а потом мы посмотрим анимацию, как это выглядит. Представьте себе, что вот эти две половинки на неподвижной струне. То есть, одна половинка идет вверх, а другая идет вниз. И потом в обратную сторону они вот так вот ходят. Такой восьмеркой своеобразной. А теперь представьте, что эта восьмерка не на неподвижной струне, а на струне, которая сама колеблется вот так вот, как качели. То есть у нас получается, что она колеблется как качели, и еще на ней в такой восьмерке идут в противофазе две полуволны, то есть вторая гармоника. На картинке мы сейчас это с вами увидим. И вот смотрите, это такая анимация, где сложены первые две гармоники. Пунктиром обозначено колебание струны целиком, это так называемая первая гармоника, когда на струне укладывается только одна полуволна, один изгиб. И на этом изгибе, вот своеобразной восьмеркой, изгибается вторая гармоника. И то, что обозначено сплошной линией, это то, как складываются первая и вторая гармоника в колебании струны. Вот мы можем посмотреть на это еще раз. Но штука в том, что на этом колебания струны не заканчиваются. На самом деле струна поддерживает любые колебания, когда на ней укладывается целое число полуволн. Целое число вот таких вот горбиков, которые мы здесь изобразили. Например, на струне может уложиться 3 полуволны. И поскольку у нас длина струны сократилась в 3 раза, частота, соответственно, увеличится в 3 раза. Давайте этот звук тоже обозначим на нашей амплитудно-частотной характеристике. Как 4 полуволны, 5, 6, 7, 8, 9. И на самом деле физика нам предсказывает, что до бесконечности. Любое целое число полуволн, которое укладывается на длине струны,
Струна способна поддерживать эти колебания. Более того, все эти звуки звучат одновременно, то есть струна одновременно колеблется и как целая, и как две половинки, и как три трети, и как 4 четверти, и так далее, и так далее, и так далее. То есть одновременно издается основной тон, когда струна колеблется целиком, и одновременно с ним издаются звуки, которые в 2 раза выше, в 3 раза выше, в 4, в 5, в 6, 7, 8, 9 и так далее. Вот как устроен фундаментально звук. Мы с этого начинаем и на этом заостряем наше внимание по одной простой причине, потому что только из этого может возникнуть музыкальная гармония. Без этого она невозможна, без этих гармоний. Смотрите, что у нас происходит, если, допустим, мы взяли какой-то звук, ну, какую-то струну, а потом начинаем менять ее длину. Ну, допустим, ведем по грифу палец вот там влево или вправо, у нас длина струны сокращается, либо увеличивается. Тогда высота основного тона будет меняться, и вместе с ней будут меняться все вот эти кратные гармоники, потому что они отстраиваются к основному тону. Основной тон с какой-то частотой, а гармоники в 2 раза выше, в 3, в 4, в 5, в 6. Представьте, что у нас есть какая-то струна, а мы попытаемся увеличить ее длину. То есть тогда длина увеличивается, частота уменьшается, этот звук начинает звучать басовее. Вот так он будет звучать. И вот мы видим на картинке, как смещаются все его гармоники. Частота основного тона едет вниз, и вместе с ней едут все гармоники тоже. А теперь попробуем длину струны сократить. Звучать это будет вот так. У нас частота основного тона повысилась, и, соответственно, вместе с ней повысились и все гармоники, которые к ней выстраивались. Частота основного тона плюс звук, который в 2 раза выше, в 3 раза, в 4, в 5, в 6. Это фундаментальная структура звука. Теперь смотрите, давайте мы построим нашу музыкальную систему, выберем те звуки, из которых мы будем сочинять музыкальные произведения. Мы выбрали звук с частотой равной единице, мы от него стартовали, это наш первый звук, который у нас будет входить в систему в обязательном порядке. А теперь смотрите, какая интересная ситуация. Если второй звук мы длину струны сократим ровно в 2 раза, что у нас произойдет? У звука, у которого длина струны в 2 раза меньше, частота будет в 2 раза выше. И мы на картинке видим, что в этом случае у двух звуков будет совпадать каждая вторая гармоника. То есть буквально все четные гармоники, 2, 4, 6, 8, 10 и так далее, каждая вторая гармоника будет совпадать. То есть у этих двух звуков будет очень-очень много общего. У того звука, который на полной струне, и у того звука, который на половинке струны. Поэтому звук с частотой равной 2 нам имеет смысл взять в систему. Он нам пригодится. Он очень гармонично сочетается с первым. У первого звука, у того, у которого частота равна 2, очень много общего, очень много совпадающих гармоник. Поэтому давайте мы возьмем этот звук, собственно, в систему вместе с первым. Вот мы его сейчас обозначим с вами на картинке. А теперь, какой звук будет гармоничен с ним, с тем звуком, частота которого равна 2? Ну, тот, который в 2 раза выше него, у которого частота будет равна 4. Давайте его тоже обозначим на нашем графике, имеет смысл его взять, потому что звук с частотой равной 2 хорошо соотносится со звуком с частотой равной единице, а звук, у которого частота равна 4, хорошо соотносится со звуком, у которого частота равна 2. То есть все вот эти умножения на 2 будут давать нам очень гармоничные созвучия. И на самом деле мы можем идти в обратную сторону. Мы можем не умножать на 2 частоту, а можем делить ее на 2. Тоже будет совпадать каждая вторая гармоника, как и в случае умножения. Поэтому имеет смысл в систему взять все звуки, которые находятся вот в таком отношении, 1 к 2. На самом деле в музыкальной системе такой интервал присутствует, он называется октава. Когда у нас есть звук, и звук, частота которого ровно в 2 раза выше. Это будет октавный звук. И нам, в общем-то, имеет смысл в систему брать. Если мы взяли какой-то звук в систему, это октавный принцип, нам имеет смысл в эту же систему взять все звуки, которые к нему будут по умножению на 2, либо по делению на 2. Поэтому это будет некоторый принцип. Как только какой-то звук у нас появляется, мы сразу умножаем, делим его на 2 и добавляем эти звуки тоже в систему. Окей, мы добавили те, которые по умножению на 2 или по делению на 2 к первому исходному звуку, частота которого равна единице. Давайте мы с вами немножко преобразуем вот ту ось, которая у нас здесь была. Вы видите, что справа у нее звуки встречаются очень разреженно, на частоте 4, потом будет 8, 16, 32, очень большие расстояния. А слева, получается, они очень плотно, там 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8. Поэтому мы вот так вот ее немножко сделаем такую более разреженную справа и чуть более плотную слева. То есть у нас каждый шаг по этой оси, по новой, это будет не плюс 1, а это будет умножить на 2. Вот у нас был звук с частотой равной единице. Один шаг мы сделали вправо,
получили звук частотой 2, то есть умножить на 2. Еще один шаг сделали, получили с частотой равной 4. То есть каждый шаг по этой оси — это умножение на 2 вправо, либо если мы идем влево, то это деление на 2. Хорошо, вот мы получили некоторый набор звуков, мы возьмем их в нашу музыкальную систему, потому что они консонантно соотносятся, гармонично соотносятся с первым нашим выбранным. Но звуков мало, поэтому давайте мы возьмем звук, и тот звук, который ровно в 3 раза выше первого. То есть мы длину струны сократим до 1/3. Соответственно, частота звука увеличится в 3 раза, второй звук будет в 3 раза выше. Мы видим, что в этом случае у звука будет совпадать каждая третья гармоника. То есть третья, шестая, девятая, 12 и так далее. Каждая третья гармоника будет совпадать. У этих звуков тоже очень много общего. Нам имеет смысл тоже взять этот звук в систему. Звук, частота которого ровно в 3 раза выше. Ну, во-первых, мы его послушаем. И вот мы его обозначили на графике, между двойкой и четверкой, там где-то есть тройка, мы его там расположили, этот звук. И как помните наш октавный принцип, если мы звук добавляем в систему, то все умножения на 2 и деление на 2 тоже туда добавляются. Поэтому давайте добавим к нему все, которые получаются от него, умножением либо делением на 2. Вот они здесь будут представлены. Мы добавили вот этот звук, который ровно в 3 раза выше. Мы можем пойти в обратную сторону, то есть не уменьшить длину струны в 3 раза и получить звук, который в 3 раза выше, а можем пойти в обратную сторону. Мы можем увеличить длину струны в 3 раза, соответственно, звук будет в 3 раза ниже. И по этой тройке мы можем идти дальше. Мы можем, допустим, смотрите, вот мы взяли звук, который в 3 раза выше, а теперь возьмем звук, который в 3 раза выше от него, то есть всего в 9 раз выше. Тоже вполне консонантно будет соотноситься с предыдущим, с тем, у которого частота равна 3, и имеет смысл его взять в систему. Мы его, собственно, и возьмем. Его и все, которые получаются от него, умножением либо делением на 2. Давайте добавим его на наш график. Ну и вот такими умножениями на 3 можем идти дальше, добавлять еще несколько звуков. Следующая степень тройки будет после девятки 27, 81, 243. И вот эти 7 звуков, то есть 1/3, единица, тройка, девятка, 27, 81, 243, мы их все добавляем на наш график. Это вот прямоугольничками обозначены те звуки, которые мы добавили, взяли в нашу систему. Хорошо, можем, в принципе, на этом не останавливаться, можем умножать на 3 и дальше. То есть здесь у нас получилось 3 в первой степени, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой. Можем взять 3 в шестой, в седьмой, в восьмой. У нас получилось 12 звуков. Давайте придумаем какой-нибудь такой музыкальный инструмент, куда все эти 12 звуков расположим. Причем давайте сделаем клавиатуру из 2 рядов. На первый ряд расположим те звуки, которые обозначены прямоугольниками, потому что они ближе всего. Они более гармонично сочетаются с первым выбранным. А на второй ряд клавиш разместим те звуки, которые у нас получились треугольниками, которые чуть-чуть дальше. Вот так будет выглядеть этот музыкальный инструмент. Те прямоугольники, которые разместились на белых клавишах, им мы и даем название до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Те звуки, название которых мы привыкли. И, наконец, на черной клавише располагаем звуки, которые производные, то есть, допустим, до диез, ре диез, фа диез, соль диез и так далее. Мы видим, что на самом деле вот примерно так и устроена наша музыкальная система. Более того, то, что мы увидели до, ре, ми, фа, соль, ля, си, это так называемая октава, то есть некоторый диапазон звуков. Мы видим, что справа и слева на этом музыкальном инструменте эти октавы повторяются, потому что как только мы добавляли звук, мы сразу добавляли в систему все звуки, которые получаются умножением либо делением его на 2. Вот у нас получилась музыкальная система. И может показаться странным, почему вдруг она совпала с нашим традиционным фортепиано. Почему вдруг на нашем фортепиано звуки устроены таким же образом, как мы это получили из чистой науки? Дело в том, что для Пифагора музыка не являлась отделом какого-то искусства. Для него музыка являлась разделом математики, примерно как геометрия. И поэтому, когда он получал звуки, когда он получал гармоничное соотношение в них, он видел в этом некоторый математический закон. И мы видим, что в нашем случае так и получилось. Умножение на 2, умножение на 3, либо деление на 2, деление на 3. Это тот самый математический закон, та самая пропорция, которая очень важна для того, чтобы у звуков было как можно больше общих гармоник. Таким образом, Пифагор и получил свою первую музыкальную систему 2500 лет назад. Вот так она выглядела. На протяжении истории человечества эта система претерпела несколько кардинальных изменений. Первая такая революция, когда мы смогли умножать не только на 2, на 3, но еще и на 5. Появился так называемый натуральный строй. И на самом деле мажор и минор, может быть, вы слышали такие термины, они могут возникнуть только в натуральном строе. В пифагорейском строе их еще не было. Вторая революция была сопряжена с тем, что возник равномерно темперированный строй, про который мы говорили в самом начале, популяризатором которого выступил Иоганн Себастьян Бах, и в котором сейчас пишется большинство произведений. Ну и, наконец, в 20-21 веке там революция на революции, там практически броуновское движение. Люди старались изобрести какие-то новые системы. Иногда это было более удачно, иногда менее удачно. Иногда к этому подходили научно, иногда совсем не научно, а просто как-то эмпирически. Вот что нравится, то мы и берем эту систему. Поэтому 20-21 век представлял собой
такое неупорядоченное движение в разные стороны, метод проб и ошибок. То есть каждый композитор старался найти в каком-то направлении то, что ему будет интересно, и разрабатывал это направление. Дело в том, что если мы подходим к этому вопросу не научно, а подходим методом проб и ошибок, то мы будем еще 2500 лет осваивать новые территории, смотреть, какие звуки мы еще можем использовать, кроме тех, которые у нас есть сейчас в музыкальной системе. Но мы можем подойти научно, так же, как подходил Пифагор. Мы можем дальше развивать эту музыкальную систему, исходя из тех принципов, которые мы с вами изложили. По совпадению гармоник, по умножению на 2, на 3, там, на 5, далее на 7 и так далее. То есть мы можем получать новую музыку, принципиально новую музыку, исходя из научного подхода. Она будет заведомо более гармоничной, потому что мы исходим из физики звука, из природы звука. Мы не базируемся на том, что кто-то сказал, что это будет музыкально, кому-то понравилось, как это звучит. Мы исходим из физики звука. Это самое базовое понятие. Если вам интересно это более подробно, то можно почитать это в моей книге, называется «Построение музыкальных систем». В ней рассказано как раз те пути, по которым мы можем идти дальше, чтобы получить новую музыку. Некоторое такое продолжение дела Пифагора, то есть научного понимания музыкальной гармонии. Это все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо за внимание.